Итак, всем привет, ребята! Сегодня у нас будет такая очень-очень животрепещущая тема для многих, в том числе и для взрослых людей, так как они тоже в свое время были детьми, да, и могут найти какие-то ответы на вопросы в этом ролике касаемо своего детства по теме «Мой ребенок видит страшное» или же, я перефразирую, «Я в детстве видел страшное». Почему я вообще решила поднять эту тему? Во-первых, эта тема, она оставляет очень большие, неизгладимые даже, я бы сказала, удары по психике человека, когда он находится в детстве. То есть те люди, которые выросли и которые в детстве видели что-то подобное, они могут подтвердить, что это произвело на них неизгладимое впечатление на всю оставшуюся жизнь, они не могут этого забыть. Также и маленький ребенок, который сейчас находится в детском возрасте, для него это очень большие удары, это страхи, это формирование вот этих первых блоков, да, это первые запугивания, которые с ним происходят, которые потом ему очень много перекроют. В том числе мы с вами много обсуждали по теме того, что мы перестаем видеть тонкий план и прочее, то есть какие-то тонкие материи, и как раз-таки это тоже способствует тому, чтобы перекрыть нам вот этот вид на тонкие материи. И поэтому эта тема тоже является крайне важной не только в плане проработки каких-то страхов, объяснения необъяснимого, но и в плане нашего духовного развития. Да и уже будучи во взрослом возрасте, очень многие люди видят что-то потустороннее, видят что-то необъяснимое, какие-то тени, какие-то мистические проявления, очень сильно пугаются этого и не знают, что с этим делать. Для многих это тоже становится потрясением, тем более если еще это становится на постоянной основе, то есть это какие-то, допустим, комнаты, где кто-то там ходит или еще что-то такое, и он просто не знает, что с этим делать, как с этим жить. И для таких людей информация, которая будет звучать в этом видео, тоже будет достаточно полезным. Поэтому досмотрите обязательно это видео до конца, для того, чтобы даже если вы еще не сталкивались ни с чем подобным, не видели ничего подобного, в любом случае знали, что делать, как реагировать, что может быть причиной этого, и уже были во всеоружии. Потому что незнание, как на это реагировать, что это такое, объяснение этих фактов или как нам избавиться от этого, может стать очень серьезным потрясением как для ребенка, так и для взрослого человека, и на физическом, и также на психоэмоциональном плане, и на тонком плане тоже, что немаловажно. Итак, что немаловажно, давайте разберемся, кто же приходит на самом деле к детям. Что это за существа такие, откуда они берутся, откуда они приходят? Во-первых, источников у них очень много. В моей практике я сталкивалась с самыми распространенными источниками, откуда могут приходить такие существа. Это первое, это порталы. Порталы это что? Порталы это могут быть как, допустим, какие-то мультики, которые смотрит ребенок. Особенно если сейчас это очень сильно распространено, это мультики о всяких страшилках, о всяческих игрушках вот этих страшных с зубами и прочим. Я очень часто у себя на канале делаю на этом акцент, что такие игрушки, они не дают ребенку ничего хорошего. И с этим согласна не только я, но и многие детские психологи, нейропсихологи. Есть, которые, конечно, говорят, да, давайте пускай дети играют с монстрами, пускай они с ними дружат, но мне кажется, что такими людьми самими где-то там управляют вот эти немного монстры, потому что как раз-таки сталкиваясь с какими-то проблемами, допустим, с детской агрессией связанной, то зачастую это все вылазит из просмотров вот таких вот, допустим, каких-то мультиков, где эта агрессия присутствует. То есть те же самые мультфильмы типа Вуди Вудпекера, как у нас были в детстве, и прочее, они
ребенка склоняют к этой агрессии. Я помню, когда я была ребенком и смотрела подобные мультфильмы, я прямо чувствовала то, что как будто мне эту агрессию пытаются выдать как норму, то есть что это что-то хорошее, но я очень сильно не любила это все смотреть и сказала, что ну нет, это не для меня. Но зачастую очень многие дети, они поддаются на маркетинг, да, они поддаются на то, что сейчас в моде, то, что сейчас круто и так далее. И не всегда это круто, что-то безобидное, что-то классное, что-то здоровское. Поэтому здесь следите, пожалуйста, за тем, что ваш ребенок потребляет, что вы потребляете, да, какой контент вы потребляете, страшилки, там, ужастики, что вы смотрите. Также то, что потребляет ваш ребенок, какие мультфильмы он смотрит, насколько там в этом мультфильме подняты вопросы, допустим, добра, да, как это добро себя ведет и так далее. Потому что сейчас это очень страшная тенденция на самом деле в мировом кинопрокате и вот мультипликации, то, что негативные, яркие негативные персонажи с шизофренией, с какими-то отклонениями личности, с паранойей там и прочее выставляются как герои, просто какие-то классные, какие-то модные, крутые персонажи. И дети это впитывают и хотят быть, к сожалению, на них похожими. Но ничего нету хорошего и классного, что ваш ребенок пытается подражать какому-то такому отъявленному злодею-психопату, да, в который лежит там где-нибудь в психической больнице, и его там пытаются лечить, а он просто сумасшедший. И вот это показывает ребенку как нечто крутое и классное. Если кто-то не понял, о чем я говорю, это вот, допустим, сейчас очень модно среди детей идет образ Джокера, Харли Квинн там и прочих вот этих вот, которые выставляются как некое прекрасное что-то и классное. Допустим, образ того же самого Венома, который сейчас тоже дети там вот это вот все берут. То есть если раньше это был какой-то супергерой, который боролся со злом, то сейчас это аниматроники, Веномы и прочее. И после этого, когда дети потребляют такой контент, они начинают видеть страшные сны, они начинают, опять же, видеть этих веномов, они вокруг них, да, летают, просто потому, что на самом деле очень часто демоны через контент, через фильмы, через культуру, да, вот такую, они продвигают себя. То есть и они ищут вот такие вот способы захода, да, для того, чтобы их пригласили к себе домой. И через вот такой контент, когда дети такие: вау, он такой классный, такой крутой, все, он подписывает, грубо говоря, договор. И потом вот эта вот кракозябра действительно приходит к нему. Может приходить во сне, может приходить наяву, то есть такое тоже есть. Далее, одна из самых частых причин тоже, почему такое происходит, это те же самые порталы, только немножко другого вида. То есть это могут быть какие-то статуэтки дома, да, особенно если таскают какую-нибудь оккультную вещь, эзотерические, оккультные, всякие статуэтки, всякие непонятные там вещи, типа на удачу, типа еще что-то и прочее. Когда притаскивают это все домой и думают, что вот прибарахлившись всеми этими вещами, теперь дом будет защищен, теперь уж точно я тут такой, как сижу в крепости, да, какой-то. На самом деле зачастую люди не понимают, потому что они не видят тонкого, они не видят вот этих всех проявлений и прочего, и притаскивая домой подобные устройства, вещи и прочее, они создают дома и пространственные воронки, допустим, энергетические воронки, да, в том числе, которые высасывают энергию из дома. В том числе они создают порталы для того, чтобы проходили сущности через вот эти вещи. То есть какие-то вещи материальные, которые, допустим, не относятся к тому же самому кино, там, да, каким-то детским игрушкам страшным и прочим, они тоже могут являться прекраснейшим вот таким вот порталом в нижние миры. Поэтому тщательно следите за чистотой своего дома. Я не устану повторять, что самый защищенный дом, самый чистый дом – это дом, в котором вообще нет никакой эзотерической, религиозной и прочей атрибутики. Вообще ничего из этого нет. То есть это самое защищенное, самое чистое пространство, которое может быть, как бы это парадоксально для многих не звучало. И третий вид
тоже того, откуда может взяться вот такой портал, из-за чего может дома появиться какая-то негативная энергия, которую мы можем вот так вот увидеть где-то мельком, что-то сделать, допустим, там лечь спать, и там на нас будет какое-то нападение, вот, допустим, какие-то страшные сны и прочее. Это ритуалы и какие-то оккультные обряды, а также различные техники, практики, которые люди делают в стенах своего дома. Вот это будет являться тоже очень-очень хорошим таким фактором риска в плане того, что что-то в этот дом зайдет, что-то там начнет жить, и дети чаще всего это видят первыми. О причинах, почему именно дети это видят, мы поговорим чуть позже, но была такая история в моей практике, когда девушка провела погружение в регрессивный эгрегор. Я о нем подробно говорила в видео об эгрегорах, как их убирать. Так вот, она сделала такое погружение в детской комнате, после чего сразу же на следующий же день ребенок просто сказал, что он больше не будет жить в этой комнате, ему страшно в нем находиться, что теперь в этой комнате что-то не так. Она перестала отказываться, начала спать в своей кровати, перестала проводить время в этой комнате. И, в принципе, ребенок очень сильно начал бояться этой комнаты. Мама там ничего не видела, она не понимала, что происходит, почему ребенок боится, почему вдруг вот такое случилось. И только когда мы начали выяснять, что же там произошло такого в этой комнате, да, какая перестановка или что там случилось, после чего у ребенка начали проявляться такие явления, то мы вышли на то, что это все в аккурат сразу же появилось после взаимодействия с этим эгрегором. То есть человек провел в комнате определенный обряд, да, с эгрегориальными силами и создал в этой комнате такую темную воронку, которую ребенок видел, через которую там 100% что-то лезло. И ребенок, естественно, видя это все, он просто сходил с ума от ужаса, да, не хотел соприкасаться с этим. До истерик, до необъяснимых каких-то и так как это ребенок, он не мог объяснить, что же там такого в этой комнате страшного, ужасного, почему он не может в нем находиться. Но вы должны понимать, что это все не шутки, и такие подобные игры, там подобные какие-то вещи, которые вы там делаете, нравится вам это делать, лучше вообще не делайте это дома, я не знаю, уйдите куда-нибудь и делайте там все, что вам там влезет, но дом, этой энергии лучше вообще не засорять. Это наиболее частые причины, и, в принципе, если брать какие-то нюансы, то так или иначе одно из другого вытекает. То есть и приходит к этим 3 причинам, почему ребенок может видеть страшное. Опять же, давайте поговорим, да, именно о том, почему уже в большинстве своем видят это дети, как в случае с мамочкой, да, которая ничего в этой комнате такого не видела, а ребенок видел и боялся. Все дело в том, что пока мы еще маленькие, пока мы находимся в достаточно незрелом возрасте, у нас зачастую открыто тонкоплановое видение. То есть, допустим, взять моих деток из своего опыта наблюдения за ними, да, и я могу сказать, что они видят то же самое, что вижу я. То есть, если что-то где-то там, какая-то сущность, еще что-то бегает, они это видят. Конечно же, они как-то не сильно обращают на это внимание, они еще не понимают. И я в своем детстве тоже помню, что я особо не понимала о том, что не все воспринимают мир так, как я, да, воспринимала это все, где-то боялась, где-то как-то пыталась закрыться, но воспринимала это все как некую норму моей жизни, в которой я живу, да, и меня там не смогли запугать, чтобы я себе перекрыла тонкий, но тем не менее дети видят это. В такие очень страшные дни, допустим, когда открывались порталы, была массовая магия и прочее, мне дети вдвоем смотрели там на балкон и видели там страшную квакозябру, которую мы все вместе потом оттуда выгоняли. То есть она не могла зайти в дом, но на балконе она там пыталась смотреть, а что же там в доме происходит и как же туда попасть. И дети видели, естественно, этого всего боялись.
Зачастую, когда мы еще находимся в маленьком возрасте, у нас еще не разорвана связь между душой, сознанием и телом. Эту связь нам рвут впоследствии, то есть когда нам начинают говорить о том, что мы что-то видим, этого не существует, когда нам начинают говорить другие разные вещи, то есть когда мы начинаем понимать, что нам говорят: ты ненормальный, то есть ты не должен так воспринимать мир, ты не должен так видеть, ты не должен так что-то делать и так далее. И зачастую у многих из-за этого возникает вот этот диссонанс, и они отказываются от этого. То есть в большинстве своем дети, взрослые дети уже, с которыми я общалась, они сами соглашаются на то, чтобы перестать видеть то, что они видят. Потому что где-то взрослые им начинают говорить, что то, что ты видишь, такого нет, и ты все придумал, это все твоя фантазия или что-то такое, либо они боятся, что меня посчитают каким-то неправильным, и там некоторые взрослые люди мне уже рассказывали о том, что я в детстве очень сильно боялся, да, того, что я видел, я боялся, что если я расскажу маме или папе, то меня отдадут там в какой-нибудь, не знаю, в дурку, да, грубо говоря, и поэтому я очень сильно переживал за это, и потом в какой-то момент, бах, это видение закрылось. Кто-то это видение закрылось, когда он увидел это, очень сильно испугался один раз и очень сильно большое выявил внутреннее желание, что я больше не хочу это видеть, и все, и тонкий план, накрылся медным тазиком, и с тех пор ничего не видит. То есть такие есть моменты, а многие дети, то есть они продолжают видеть, они начинают пытаться как-то с этим жить, но зачастую бывает, что видение не закрывается, и бывает, что на этом фоне очень серьезные какие-то проблемы, то есть когда ребенок пытается рассказать своей маме, что я что-то вижу, да, вот оно есть, а мама, то есть она не знает, что с этим делать, начинает пытаться там по психологам этого ребенка водить, или там пытается, допустим, самой говорить, что этого всего не существует, ты это все придумываешь, чем ребенку, во втором плане так точно не делает ничего хорошего, потому что ребенок это видит, он не знает, как с этим справиться, и вместо того, чтобы ему помочь с этим справиться, ему говорят о том, что этого не существует. Лучше, конечно, в такие моменты, во-первых, устранить источник, да, откуда приходит вся эта бяка, попытаться поискать. Во-вторых, выставить личные границы свои и ребенка. Я про это очень много рассказывала, в том числе в клубе у меня есть целая большая лекция на тему личных границ, о том, как их проставлять, что делать, каким образом эти личные границы будут работать, как себя настроить на правильное выстроение личных границ. Все это вы можете найти в солнечном клубе, а также получить в нем более глубокие ответы на свои вопросы, и также личные какие-то рекомендации по тем ситуациям, потому что если для вас такая ситуация действительно очень остро стоит, то солнечный клуб — это та группа, та площадка, которая поможет вам, даст вам очень много инструментов, поддержки, а также рекомендаций к конкретным действиям для того, чтобы эту проблему решить. Чтобы, во-первых, сделать это качественно, то есть чтобы у вашего ребенка страхи перед этим неведомым прошли, и он почувствовал свою внутреннюю силу, и также, чтобы он при этом сохранил видение тонкого плана, потому что оно ему не просто так дано, оно у него не просто так осталось, значит, для чего-то оно ему нужно. И чтобы он научился с этим взаимодействовать, жить, я имею в виду с тонким планом, а не с сущностями, да, и с сущностями тоже, чтобы он научился давать этому всему отпор. Также, наверное, стоит упомянуть, что помимо каких-то страшных квакозябр, страшных каких-то сущностей и прочего, ребенок также может видеть и положительные аспекты тонкого плана, например, таких как ангелы-хранители. То есть это те души, да, которые с нами сюда спускаются для того, чтобы нас здесь страховать
для того, чтобы с нами что-то не произошло. Также, допустим, дети могут контактировать частично с какими-то умершими родственниками. То есть я рассказывала свою историю, например, вам. Посмотрите, у меня есть недавнее видео о моем опыте общения с мертвыми, и там я рассказываю в том числе о моем раннем опыте общения с мертвыми, когда я была очень-очень маленьким ребенком, 2 класс, у меня умерла бабушка, и как это все происходило. То есть я об этом рассказала, и это как раз-таки мой первый, одни из первых опытов общения с мертвыми были в детстве. Также и другие маленькие дети, у кого открыт тонкий план, с таким могут столкнуться, то есть они могут видеть умерших родственников, ангелов-хранителей, каких-то других существ. Например, тоже недавно в Солнечном клубе обсуждали, астральных вообще жителей, и обсуждали то, что в астрале есть также проявление духа, допустим, душ, которые здесь воплощаются на нашей планете, допустим, там душ деревьев, духов экосистемы и прочего. Такие души тоже дети могут видеть. Поэтому важно понимать, как отличить, то есть когда ребенок видит действительно какую-то темную сущность, и когда он соприкасается с какой-то светлой сущностью, допустим, с ангелом-хранителем, или с мертвым человеком. Во-первых, нужно понимать, что ребенок в первую очередь воспринимает не сколько саму картинку, что он сталкивается с чем-то какую-то тень увидел или что-то подобное, сколько он ловит именно посыл. То есть сколько он ловит вот эту энергетику, которая идет от существа. И если зачастую мы сталкиваемся с каким-то положительным, допустим, проявлением энергетики, тот же самый ангел-хранитель, то мы чувствуем его как положительную энергию. То есть мы не будем его пугаться, мы его не испугаемся, мы не будем думать, что ой, он там хочет нас сожрать или еще что-то, потому что вот эти все моменты, когда вам ребенок говорит, ой, он хотел меня сожрать, он это не просто так с потолка берет, он считывает намерение, допустим, той сущности, которую он видит. То есть это не совсем фантазия, это считывание тонкоплановой энергии в проявлении того, что именно транслирует вот эта сущность по отношению к ребенку. Также и вы можете понимать, допустим, если вы с самого начала, можно испугаться, я не спорю, когда ты там увидел, ох, что-то стоит, и ты такой увидел, и вот это вот мельком страх вот этот идет, он мелькнул и все, и прошел. То есть, но когда этот страх, он идет дальше, то есть он, допустим, дальше ты смотришь, и ты чувствуешь что-то жуткое, вот это исходящее оттуда, которое не желает тебе добра, которое какие-то негативные к тебе вот эти вот флюиды свои пускает, ты можешь испугаться очень сильно этого, и вот это как раз-таки признаки темной сущности. Но и не стоит обольщаться, как я уже говорила, и темные иногда приходят под маской светлых сил. Это как раз я, наверное, веду к тому, что иногда у детей такие, знаете, невидимые друзья какие-то появляются, какие-то, невидимые подружки, то есть такое бывает. И надо понять, что это за существо, то есть что оно пришло делать, что оно хочет. Бывает такое, что ребенок не боится, допустим, это какое-то выдуманное существо, с которым ребенок дружит. И вот здесь что важно? Важно нам начинать спрашивать ребенка, а что это существо хочет, а вот что оно думает, а что оно делает, а как оно себя ведет и так далее, потому что бывает такое, что темная сущность может прикидываться светлой, допустим, и обличить ее мы можем только по поступкам каким-то, по тому, что рассказывает она ребенку, как она ребенка настраивает, поэтому важно спросить, то есть как ты чувствуешь, его, что он предлагает тебе делать, как он сам себя ведет, вот этот невидимый условно друг, потому что так же, как и сущности, может видеть ребенок в виде вот таких вот невидимых друзей, так он может общаться с ангелами, хранителями, допустим, и с какими-то духами природы или еще что-то вот подобное видеть. Темные, как правило, они всегда обличают себя, они манипулируют, они пытаются где-то что-то запугать, пытаются настроить как-то негативно и прочее. И эти моменты нужно отслеживать.
Ну и давайте, наверное, перейдем к какой-то практической части, где я уже дам какие-то дельные советы по тому, что и как реагировать, да, как объяснить ребенку или себе даже, да, как реагировать на подобные проявления, когда мы что-то подобное видим. Во-первых, самое важное — это почувствовать свою внутреннюю силу. Ведь эти сущности могут что-то сделать с нами, только если мы им это разрешим, только если мы их будем бояться, если мы позволим и будем думать о том, что они что-то могут с нами сделать. То есть пока мы думаем, что они что-то могут с нами сделать, они действительно получают разрешение на то, чтобы нападать. Как только мы выставляем личную границу в том, что ты не причинишь мне вреда, ты не тронешь меня, ты не подойдешь ко мне, они не смогут этого сделать. То есть вот эти запреты на уровне личных границ, да, я не разрешаю тебе это делать, потому что только я решаю, что со мной будет. Это моя внутренняя сила. Вообще моя воля, мое волеизъявление и то, как я эту волю транслирую в пространство, это наша огромная внутренняя сила и самый важный и самый главный инструмент, при помощи которого мы можем сражаться с любыми вот такими вот проявлениями во внешнем пространстве, которые есть, то есть с любыми негативными аспектами. Воля — это то, как мы управляем тем, что происходит с нами в жизни, происходит с нами в пространстве. И при помощи воли мы можем не дать таким существам влиять на нас, то есть сделать защитный купол. Во-вторых, да, раз уж речь зашла о защитном куполе, мы можем визуализировать, представить, да, и ребенку сказать: давай визуализируем вместе, обнять его и сказать: давай визуализируем вместе, как будто вокруг нас огромный такой шар золотой энергии, да, светлой золотой энергии, который защищает нас, который не дает никому зайти за пределы этого шара, то есть который защищает. Ты внутри, ты в безопасности, это крепость, а это гадость какая-то, да, внешняя, она не может зайти внутрь этого шара, ты полностью защищен. Это также позволит нам волеизъявить и подтвердить это волеизъявление своим внутренним визуализированным намерением на то, что никто не нарушит мои границы. Также важно понять, что вот этот страх, который нас заставляют бояться, то есть что страх, он не совсем принадлежит мне, что меня специально запугивают для того, чтобы я боялся. Почему? Потому что у таких сущностей есть определенное правило. Если меня боятся, значит я сильнее. Если меня не боятся, значит сильнее тот, кто меня не боится, да? Значит, я слабее, и я буду бояться. Поэтому вы должны стать, то есть ваш ребенок должен быть тем, кто не боится, тот, кто сильнее этой сущности. И тут вы тоже можете сказать себе, своему ребенку, что я сильнее тебя, да? Сильнее тебя, сущность. И также есть очень классное волшебное слово «прочь». Это слово когда-то пришло мне от моей души, где я услышала это слово как очень мощный инструмент тоже для выстраивания личной границы и для того, чтобы выгонять вот таких вот гадов прочь со своего энергоинформационного поля, дома, да, или той местности, того энергопространства, от которого я хочу их выгнать. Почему это слово волшебное? Потому что в своем звучании оно очень твердое, оно нерушимое и оно очень волевое. Прочь. То есть я против, прочь, уходи, я против. Говорит оно нам, при этом оно такое по своему звучанию, что я сказал, отрезал. Ну и также не стоит забывать, что надо объяснять ребенку причинно-следственные связи, почему то или иное происходит с ним, как на это реагировать, что нужно для того, чтобы вот это в его жизни больше не проявлялось. И, конечно же, здесь мы можем
Если эти все проявления начинаются после каких-то мультиков, просмотра, мы можем показать ребенку: смотри, вот ты смотришь вот эти мультики, ты вот смотришь вот эту какую-то ерунду там с Хаги-Ваги или еще с чем-то, и потом тебе это снится, и ты этого боишься. То есть ты сам приглашаешь их в свою жизнь. Зачем тебе самому себе вот так вот устраивать такие ужасные вещи? То есть просто давай не будем это смотреть, и ты увидишь, как все вот эти проявления пройдут. То есть мы сможем прогнать их, больше не запускать в свою жизнь, и все твои страхи, все вот эти страшные сны, кошмары, видения, все это пройдет. Опять же, говорить ребенку о том, что он может защититься от этого, чтобы он визуализировал эту защиту, чтобы он начинал чувствовать, да, прям говорить ребенку: ты сильнее этого, да, тебе страшно, но помимо тебя еще есть мама и папа не дадут тебя в обиду, мама и папа обязательно защитят тебя, мама и папа никакой гадости не дадут к тебе подойти. И да, мама с папой прогонят его, давай вместе прогоним его, давай визуализируем, представим, как вот эта ужасная какая-то штука уходит, мы выгоняем ее из своего дома, прочь, уходи, мы это проговариваем, да, вместе с ребенком, мы не обесцениваем его страхи, мы не говорим о том, что ты все придумал, что все это ерунда, что тебе что-то кажется или что-то подобное, мы не будем подвергать его газлайтингу, мы не обесценим это, но мы научим его, как с этим справляться, и это будет очень сильно важно. Ну а если вы уже взрослый человек, и вы смотрите это все и думаете: а как же мне сейчас с этим быть, прошло уже столько лет, и тонкий все это закрылось, и если бы я знал тогда, как мне с этим бороться, то я бы это сделал, и, может быть, того, что со мной произошло, этого бы не случилось. Так вот, задайте самый главный сейчас себе вопрос: а насколько вы до сих пор себе перекрываете тонкий план и перекрываете это видение тем, что боитесь того, что вы не сможете дать отпор, не будете знать, что с этим делать в дальнейшем. И, возможно, именно этот страх подсознательный и не дает вам открыть далее тонкий, потому что именно в защитной реакции вы в свое время его и перекрыли. Но теперь, когда у вас есть инструменты, когда вы знаете, как с этим бороться, когда вы знаете, как на это отреагировать, так, может быть, имея все инструменты, стоит наконец-то этот барьер пересечь. Но у меня на этом все. Я вас всех люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. Пока-пока.